Знаете ли вы, что за 3 столетия до черного флага Джона Сильвера в водах Каспийского моря мусульманские пираты создали империю страха, которая перекроила карту Евразии, и что их добычей становились не золотые дублоны, а серебряные дирхамы и судьбы целых народов? Приветствую, друзья! Сегодня мы погрузимся в пучину забытой истории. Туда, где волны Каспия столетиями скрывали тайны исламских корсаров, чьи имена стерли время и политика. Это не просто рассказ о разбойниках. Это сага о войне религий, экологических катастрофах и рождении империй. Пристегнитесь, наш корабль отправляется в IX век. Каспий – море, которое стало полем битвы. Почему озеро превратилось в ад для купцов? Каспийское море, которое древние персы называли Дарья-е-Хазар, Хазарское море, в раннем Средневековье было главной артерией шелкового пути. Через него везли шелк из Китая в Византию, серебро из арабского халифата в земли викингов, рабов из славянских степей в гаремы Багдада. Но к IX веку здесь столкнулись интересы 3 гигантов. Хазарский каганат, иудеи и тюрки, контролировал устье Волги. Хорезм, мусульмане-персы, владел восточным побережьем. Волжская Булгария, тюрки-мусульмане, серебряные ворота в Европу. Конфликт начался из-за соли. Да, обычной соли. Булгары добывали ее в озерах Поволжья и продавали в Хорезм, но хазары, завидуя прибыли, в 850 году перекрыли торговые пути. Тогда хорезмийский эмир Абдаллах ибн Тахир нанял первых пиратов, людей моря, Бахария. Их задачей было грабить булгарские караваны. Корабли-призраки и их капитаны. Кто эти люди, ставшие тенью Каспия? Пираты Каспия не были бандитами-одиночками. Это были профессиональные наемники, объединенные в кланы. Хазарские черные паруса, тюрки-иудеи, подчинявшиеся Кагану. Их корабли украшали шестиконечные звезды. Хорезмийские красные ястребы, персы-сунниты, фанатично преданные эмиру. На их флагах был символ Хорезма – сокол с мечом. Вольные корсары Дербента – смесь беглых рабов, арабских ренегатов и даже русов. Их девиз – «Нет Бога, кроме Аллаха, а добыча для смелых». Их корабли «Усмании» были шедеврами инженерной мысли. Корпуса из каспийского кипариса, пропитанного рыбьим жиром против червей. Гибридные паруса, шерстяные для скорости, льняные для маневров. Греческий огонь в глиняных горшках – секретное оружие, украденное у Византии. Самый легендарный капитан – Рашид аль-Бахри, прозванный джинном Каспия. В 876 году он на 10 кораблях захватил караван из 300 булгарских судов. Хроники пишут. Он брал добычу без единого удара мечом. Его корабли появлялись из тумана, как призраки. А купцы в ужасе прыгали за борт. Ритуалы, добыча и пиратский кодекс. Чем исламские пираты отличались от карибских? Религия как закон. Перед атакой пираты читали суру Анф-добыча, которая разрешала войну против неверных. Хотя булгары были мусульманами, их объявляли еретиками за союз с хазарами. Добыча делилась по шариату. 5 частей. 1,5 эмиру, как закят. 1,5 на ремонт кораблей, 3,5 команде. Пленные не рабы, а военные трофеи. Их продавали только после 40 дней исправления веры в подземных тюрьмах Дербента. Главная цель – серебро. В IX веке в Европе начался серебряный голод. Арабские дирхамы стали валютой от Парижа до Киева. Один рейд пиратов давал до 10 тысяч монет. Этого хватало, чтобы купить целое селение. Но была и экзотическая добыча. Меха белых медведей с севера, их дарили багдадским халифам. Китайские фейерверки, пираты запускали их ночью, чтобы вызвать панику. Славянские девушки-воительницы, арабский поэт Аль-Мутанабби писал: «Они сражаются, как львицы, и плюют в лицо покупателям». Пиратские крепости и тайные гавани, где прятались короли Каспия. Остров Чистых, Джазират Аль-Мухаррама. Легендарная база хорезмийцев. Сегодня это часть казахского побережья. Археологи нашли там подземные доки с остатками Усмании, медресе для пиратов. Да, они изучали Коран и навигацию. Бухта 3 лучей, убежище вольных корсаров. По преданию, ее защищали 3 скалы, отражавшие солнечные лучи в глаза преследователям. Дербентский лабиринт, сеть пещер с ловушками. Здесь пираты хранили добычу и хоронили капитанов. Надписи на стенах гласят:
Аллах милостив к тем, кто грабит ради справедливости. Самый невероятный артефакт – карта звезды Аль-Сухайль, вырезанная на коже газели. Ее нашли в 2009 году в Дагестане. Карта показывает маршруты пиратов с пометками «Здесь дуют добрые ветра, здесь ждут предатели». Закат корсаров, клинки, предательство и ушедшая вода. Почему исчезла целая цивилизация? Расцвет пиратства пришелся на X век, но к 1200 году о нем забыли. Причины. Монголы. В 1220 году войска Чингисхана сожгли прибрежные города. Пираты пытались договориться, но монгольский полководец Субэдэй приказал утопить их в их же море. Религиозные реформы. Хорезм-шах Ала-ад-Дин Текеш, XII век, объявил пиратство грехом, так как хотел союза с Багдадом. Бывших корсаров казнили как врагов ислама. Экологическая катастрофа. Уровень Каспия упал на 5 метров из-за засухи. Гавани обмелели, корабли сели на мель. Пираты стали рыбаками, а их дети стыдились прошлого. Последний бой джинна Каспия. В 1198 году эскадра хорезмийцев окружила пирата Ахмада Аль-Махдума у острова Агурчинский, Туркменистан. Хроника гласит, он поджег свой корабль и прыгал в пламя, крича: «Рай ждет тех, кто сражается на пути Аллаха». Наследие, которое изменило мир. Почему эти пираты важны даже сегодня? Финансы. Их система векселей для оплаты наемников стала прообразом средневековых банков. Работорговля. Через Каспий прошли сотни тысяч славян, проданных в Азию. Их гены до сих пор в жилах арабов и персов. Климат. Падение уровня Каспия. Предупреждение нам. Глобальное потепление может убить целые цивилизации. Современные находки. В 2020 году в Астрахани нашли кладбище пиратов, скелеты с кривыми саблями и кораническими табличками. Их ДНК показала смесь тюркских, славянских и ближневосточных гаплогрупп. Истинные дети моря. Корабли ушли, но ветер остался. Друзья, эта история не просто боевик о прошлом. Это зеркало нашего мира. Здесь есть и коррупция власти, и религиозный фанатизм, и борьба за ресурсы. Каспийские пираты напоминают, история циклична. Если вы хотите, чтобы мы и дальше раскапывали такие тайны, подпишитесь. Каждый подписчик дает нам силы искать новые истории. Поддержите рублем. Съемки, экспедиции, доступ к архивам требуют средств. Реквизиты в комментариях. Только для тех, кто чувствует сердцем ценность нашей работы. Пишите в комментариях, о каких пиратах рассказать дальше. Может, о сомалийских морских львах или берберских корсарах. Только для тех, кто чувствует сердцем ценность нашей работы. Пусть Аллах наполнит ваши сердца светом мудрости, а наши видео станут для вас мостом между прошлым и будущим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.